Добрый день, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вас познакомлю с городом, который стал известной легендой сражений как во Франции, так и за ее пределами. Это город-крепость Верден, вокруг которого до сих пор ходят различные мифы. Одна из крупнейших операций Первой мировой войны, битва при Вердене, сделала знаменитым этот город, который стал символом стойкости и несокрушимости. Поэтому туристов, которые посещают город, в первую очередь интересуют достопримечательности, связанные с тематикой военных действий. Туристы могут посмотреть крепость, цитадель, поля сражений, форты, мемориалы. Все это будет темой моего следующего видео. А сегодня мы сделаем обзорную экскурсию по городу. И первая достопримечательность, которая расположена на пути нашего следования, это шоссейная башня. Она построена в 1380 году на деньги богатого мануфактурщика Жана Вотрека. Сооружение предназначалось для въезда в город и также использовалась как оборонительное укрепление. В 1881 году башня получила статус исторического памятника архитектуры. Верден, расположенный на реке Маас, присоединился к Франции лишь в 1648 году. Нахождение на границе государства и определило судьбу города. Укрепительные сооружения Вердена были построены Себастьяном Вобаном во времена правления Людовика XIV специально для защиты границ французского государства. Въездные ворота, называемые воротами Святого Павла, были построены в 1877 году для проезда в центральную часть города со стороны железнодорожной станции. Эти ворота сохранились после разрушений Первой мировой войны. Также хорошо сохранились и механизмы подъема. Мемориал Победы, который вы сейчас наблюдаете, это памятник, посвященный величайшему сражению Первой мировой войны, героям сражений и обороне Вердена. Высота монумента 30 метров со статуей средневекового рыцаря на вершине. От подножья до вершины монумента ведет каменная лестница из 73 ступеней. Рядом находятся две подлинные пушки, гаубицы периода Первой мировой войны. В склепе монумента хранятся книги с именами героев. Сам памятник был открыт в 1929 году. Крепость-цитадель является красивым фортификационным сооружением и памятником архитектуры сразу нескольких эпох. В 1552 году король Франции Генрих II принял решение модернизировать старые средневековые укрепления. Так и появилась цитадель. В Первую мировую войну, в дни наступления на Верден 21 февраля 1916 года, государственные службы укрывались от огня в подземельях, расположенных в 16 метрах под землей. Цитадель в это время превращается в маленький подземный город. В настоящее время крепость-цитадель – это один из лучших созданных музеев во Франции. Внутри цитадели манекены в форме военных, реликвии Первой мировой, артефакты и уголки живой природы. Также в музее применяются самые современные методы музейной работы, визуализация, мультимедиа и голографические показы. Недалеко от музея «Цитадель» на фоне крепостных сооружений находятся скульптурные памятники видным деятелям французской армии Первой мировой войны, маршалам и генералам. Эта площадь так и называется – Перекресток маршалов.
Город Верден имеет не только много военных памятников, но и богатое религиозное наследие, поскольку здесь находится один из старейших католических соборов Нотр-Дам-де-Верден. Строительство собора началось в 990 году и растянулось на несколько веков. Освящен собор был в 1147 году папой Евгением III. Архитектурное сооружение, посвященное Деве Марии, к сожалению, перенесло несколько разрушений и постоянно перестраивалось. Поэтому в настоящий момент архитектура объединяет несколько стилей – романский, готический, барокко и рококо. Если сказать о разрушениях, то очень сильно собор пострадал от удара молнии в 1755 году. После пожара 2 из 4 башен не были восстановлены. Однако во время реставрации устанавливают балдахин, подобный балдахину базилики Святого Петра в Риме. Балдахин в стиле рококо и главный алтарь – это прекрасное сооружение из мрамора и дерева. Построенный в 1760 году, балдахин символизирует связующее звено между Богом и людьми. Собор частично пострадал и после бомбардировок немецкой артиллерии в 1916 году. Пострадала от бомбардировок и центральная часть города, однако все же многие исторические памятники сохранились. После войны собор восстанавливали с 1919 по 1935 год. Разрушенные части были перестроены, переделаны витражи и навесы. Чем же еще интересен собор? В соборе есть часовня Святого Причастия, которая посвящена Святому Сердцу Иисуса. Реальное присутствие Иисуса Христа символизируется здесь красным светом, который горит днем и ночью круглый год. На 10 картинах, свисающих с колонн нефа, можно увидеть крестный путь Иисуса Христа, который показывает его дорогу от омовения ног до Голгофы. В гробницах собора также хранятся останки епископов Вердена и других почитаемых святых. А сейчас давайте с вами спустимся в склеп. Здесь находится статуя Богоматери Нотр-Дам-де-Верден. Она была создана Анри Бушаром в 1930 году. Почитание Деве Марии отображено не только в этой скульптуре, но и в тех многочисленных скульптурах, которые находятся в соборе. Для уединения и молитвы в соборе есть постоянное место, называемое монастырь. В его галерее находятся прекрасные статуи Адама, Евы, Каина, Авеля в романском стиле. В соборе есть 2 колокольни, которые примыкают к старому епископскому дворцу, где на данный момент находится Всемирный центр мира, свободы и прав человека. Здесь можно увидеть экспозицию, организованную Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Именно здесь, на территории бывшего епископского дворца, находится Всемирный центр мира, свободы и прав человека. Еще в 2014 году именно здесь была организована выставка, которая освещала события военного конфликта на востоке Украины. Но уже с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации на украинскую землю здесь организовали следующую выставку, которая называется «Киев. Репортаж одного дня. 8 марта». Национальный музей истории Украины продолжил документировать военные преступления россиян на территории Украины. Для этого сразу же после деоккупации Черниговской и Киевской областей была организована экспедиция, которая собирала артефакты и документировала
эти преступления. Выставка «Украина. Распятие» сейчас находится за моей спиной. Эта выставка была организована не только здесь, во Франции, в городе Верден, что очень символично, но также и в других странах мира, таких как Германия, Черногория и даже Корея. Цель этой выставки – показать всему миру боль, трагизм и нечеловеческое лицо войны. Ни Первая, ни Вторая мировая война не стали для человечества уроком, и войны, к сожалению, продолжаются, удовлетворяя амбиции определенного круга людей. Город Верден – один из тех городов в мире, который не единожды пострадал от разрушений и гибели людей. Возможно, поэтому город символически называют городом мира, чтобы на примере города показать всю бессмысленность уничтожения друг друга. Стоит только вспомнить битву при Вердене, которая называлась «Верденская мясорубка». Подробнее о ней я расскажу вам в следующем видео. А сейчас я лишь напомню, что в этой битве было 300 тысяч убитых и 400 тысяч раненых немцев и французов. Несмотря на всю кровопролитность и ожесточенность сражения, многие путают Верденскую битву с более кровопролитной битвой при Соме, в которой было убито и ранено более 1 миллиона человек. И еще я хочу развенчать миф о том, что в Вердене было применено химическое оружие. Как говорят нам документальные источники, немцы применили химическое оружие еще в 1915 году возле бельгийского города Ипр. На этом я буду заканчивать сегодняшнюю нашу экскурсию по городу Верден. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До новых встреч на моем канале. С вами была Светлана.